Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Когда Динчер падает, он теряет сознание, и Седа, которая была с ним, не подпускает к нему Эшрефа и Нисана. Эшреф и Нисан уходят и отводят его к Хыдр-бабе, раненому, который убил Тайлана и спас Эшрефа от смерти. Он говорит мужчине, что ни за что не будет разговаривать. Нисан говорит ему, что будет пытать его. Эшреф причиняет ему боль, но тот не произносит ни слова. В этот момент они нападают на дом Хыдр-бабы. Прибыла большая толпа, и поскольку Фарук каким-то образом попал в руки нападавших, они вынуждены отдать раненого. Затем Нисан идет к Динчеру в больницу и умоляет его не выдвигать обвинения против Эшрефа. Но Динчер решительно заявляет, что сделает это. И он так и делает. Эшрефа арестовывают. Эшреф во всем признается и отправляется в суд. Как раз перед самым судом раздается телефонный звонок, сообщающий, что жалоба Динчера отозвана. Тем временем она узнает, что Эшрефа взяли под стражу, и немедленно идет к Динчеру, чтобы снова просить прощения. Динчер остается непреклонен, и Нисан требует отозвать жалобу в обмен на подписание контракта. Они достигают соглашения, и Нисан подписывает контракт. Когда Эшреф узнает об этом, они спорят с ним, и Нисан говорит, что хочет, чтобы он был рядом, и выгоняет его. Пока Эшреф держит ее за руки, они сближаются. Он говорит, что очень любит Нисан: «Я бы отдал жизнь за твои губы», и они целуются. Чикдем приходит к Эшрефу домой и спрашивает, не пытается ли он натравить ее на Кадира. Чикдем защищается: «Я бы с тобой так не поступила, и ты же не хочешь нажить на меня врага». Когда Эшрефа отпускают, Чикдем звонит Кадиру и рассказывает ему, что Эшреф чуть не ударил ее. Она спрашивает Кадира, не хочет ли он поделиться с ней какой-нибудь информацией об Эшрефе. Кадир приглашает ее к себе домой, и они договариваются о встрече. Нисан посещает предсъемки музыкального клипа, на который ее надавил Динчер, но когда Нисан почувствовала себя неловко из-за того, что та танцевала с актером так близко, она поделилась этим с Джерин, которая посоветовала ей мыслить профессионально. Пока семья Муслим ждала Эшрефа дома, пришел Эшреф и заподозрил, что они что-то замышляют. Пока они болтали, Эшреф понял, что в их разговоре что-то не так, и спросил об этом. Он уже собирался позвонить, как раздался телефонный звонок, и они все вышли из дома. Чикдем вошел в дом Кадира через заднюю дверь. Кадир встретил Чикдема в саду, и они вместе вошли. Чикдем удивился, увидев накрытый Кадиром для Чикдема обеденный стол, сказав, что в этом нет необходимости, и они сели. Пока они ехали, Эшреф постоянно проверял телефон, и Гурдал испугался, что Нисан может увидеть запись. Чикдем сказал Кадиру, что Эшреф знает, где прячется человек Динчера, и что он находится в одном из домов Хыдыра. Кадри тут же извинился и вышел в туалет, а затем позвонил Динчеру, чтобы сообщить ему информацию. Аниса и Джерин собираются поужинать дома, когда видят видео, опубликованное в социальных сетях, и начинают беспокоиться. Когда она звонит Динчеру и спрашивает, не было ли видео опубликовано, и не пытаются ли они создать обо мне ложное впечатление, Динчер пренебрежительно отвечает. Аниса говорит, что ей все равно, и начинает обдумывать свои действия. Эшреф приходит в ночной клуб и требует, чтобы владелец заведения понес ответственность за продажу наркотиков. Он угрожает мужчине: «Я уничтожу твое заведение, если ты будешь продавать наркотики». Он приказывает ему выключить музыку и покинуть заведение, говоря: «Оставь свои таблетки, деньги, а не себя». Гурдаль, Муслим и Фарук опознают торговцев и начинают их задерживать, прежде чем они успеют скрыться. Когда владелец угрожает Эшрефу жизнью, Эшреф приходит в ярость, но тут на его телефоне появляется видео с Нисаном. Мгновения, проведенные с Нисаном, проносятся перед его глазами, словно кинолента, и он приходит в ярость, стреляя сначала в владельца, а затем и в остальных. Когда Гурдаль, Муслим и Фарук приводят наркоторговца, они видят вокруг себя трупы и понимают, что Эшреф выглядит неважно. Торговец умоляет, но Эшреф стреляет и в него, а затем уходит. Когда они смотрят ему вслед на телефон, они понимают, что он все раскрыл.
Кадир настолько пьян, что едва стоит на ногах, услышав о поступке Эшрефа. Чикдем помогает ему сесть. Когда Чикдем встает, чтобы уйти, Кадир подбегает к ней и целует в губы. Чикдем злится и говорит: «Дитя мое, я бы не любил тебя в перчатках. Ты не пьешь, это вредно для тебя», и уходит. Кадир размышляет о своем одиночестве и о том, почему его никто не любит. Пока она бормочет: «Я убила отца, поэтому ты меня не любил», Чикдем слышит, как она поворачивается, чтобы взять телефон. Эшреф очень задумчив и счастлив за рулем. Аниса же не может спать по ночам, просыпается утром и все время ждет выхода. Когда Нисан приезжает за кулисы на съемки, она сообщает Сиде, что человек, сливший кадры, найден и уволен, но Нисан говорит, что нет никакой гарантии, что это не произойдет завтра, после публикации фотографий. Как раз перед началом съемок звонит Эшреф и говорит: «Я вчера так злился. Столько людей погибло из-за тебя». Нисан спрашивает: «Что ты делала вчера?» «Я ждала, надеясь, что ты придешь ко мне». Эшреф говорит: «Ты выбрал этот путь, мне нужно держаться от тебя подальше». Нисан отвечает: «Ты сказал, что не может быть никакого клочка бумаги, который бы нас разлучил». Эшреф отвечает: «То, что я не с тобой, не значит, что я буду держаться подальше». Нисан умоляет режиссера снять видео без партнера. Режиссеру все равно придется сменить актеров, а никто не хочет их заменять. Это случилось с ним впервые. В этот момент в студии появляется венок с надписью «Эшреф Тек», приводя Динчера в ярость. Эшреф прячет раненого в другом доме Хыдыр-бабы, обманывая его. Когда сердце мужчины останавливается, они вызывают скорую помощь. Люди Динчера, дежурящие у двери, сообщают ему обо всем, что произошло. Динчер оставляет Сиду с Нисаном и уходит. Чикдем и прокурор Сельма прибывают на место происшествия, где Эшреф устроил инцидент, и расследуют его. Они понимают, что за этим стоит Эшреф. Они отвозят мужчину на машине скорой помощи в больницу, и люди Динчера отправляются за ним. Нисан, как и хотела, снимается в музыкальном клипе на песню, исполняя сольную песню. Когда люди Динчера и Кадира блокируют машину скорой помощи, Мюслим, Фарук и Гурдаль нападают на них и вступают в перестрелку. Когда директор говорит Сиде, что Нисан – хорошее вложение и скоро достигнет вершины, Сида слышит, как он говорит: «Это не важно, у Динчера на нее другие планы». Предположительно, они угоняют машину скорой помощи, но не заглядывают внутрь. Динчер тут же забирается в машину, прикасается к мужчине и говорит: «Ну же, мы тебя спасли». Поняв, что мужчина мертв, он злится на своих людей. Пока Эшреф разговаривает со своими людьми и Хыдыр-беем о том, попались ли они в эту ловушку, звонит Чикдем и спрашивает, случилось ли это. Когда она идет к дому Эшрефа, Эшреф рассказывает Кадиру, что Эшреф чуть не застрелил его, и рассказывает, где они спрятали мужчину. На этот раз, надо отдать ему должное, он бросает трубку. Динчер сообщает Кадиру, что мужчина мертв, и они обнаруживают устройство слежения. Динчер говорит Кадиру, что все кончено, Кадир здесь. Эшреф кричит: «Если хочешь быть со мной враждебным, выходи и прячься. Твое время уже пришло. Не прячься». На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.